Привет всем! Добро пожаловать обратно во вселенную BTS. Нечто тихое только что произошло. Не было объявлений, не было громких заголовков, стремящихся привлечь внимание. Лишь короткий момент, который мелькнул и задержался в сознании многих дольше, чем ожидалось. На первый взгляд он кажется незначительным. Никакой драмы, никакого шума. И все же каким-то образом поклонники сразу это почувствовали. Это было не просто обычное видео. В нем было что-то знакомое, что-то, что возвращало к воспоминанию, о котором многие давно не думали. Прежде чем понять почему, стоит на мгновение остановиться, потому что такие моменты случаются нечасто. Чтобы понять, почему этот короткий клип ощущается иначе, нужно ненадолго вернуться в прошлое. В прошлом году поклонников удивила новость, которая распространилась быстро, но почти без шума. Ким Тэ-хён приобрел роскошную резиденцию в Чхондам-доне, районе Каннам, полностью оплатив ее наличными. Эта новость не подавалась как повод для демонстрации статуса. За ней не последовали интервью или объяснения. Это был просто факт. И вся же реакция оказалась масштабной. Не из-за суммы, а из-за смысла, который она несла. Стабильность, независимость и жизнь, выстроенная вдумчиво, вдали от шума. Тогда поклонники обсуждали это без конца. Но все разговоры оставались абстрактными. Заголовок новости, цена, местоположение, без визуального образа, без контекста, лишь воображение. Со временем этот момент постепенно исчез из памяти. До этих пор. Именно здесь новое видео меняет все. И если вы смотрели его внимательно, вы, вероятно, уже это почувствовали. В новом клипе нет откровенной демонстрации роскоши, нет широких планов, нет намеренного раскрытия деталей. Вместо этого мы видим Тэ-хёна, сидящего на корточках, ухаживающего за растениями, полностью погруженного в нечто простое и обыденное. Пространство вокруг него кажется тихим, минималистичным и живым. И вдруг прошлогодний новостной заголовок перестает казаться далеким. Он становится реальным, личным, человечным. Именно такой контраст притягивает людей без усилий. Поклонники сразу это заметили, не шумно, а тонко, через комментарии, паузы и общее чувство узнавания. Многие говорили одно и то же разными словами. Это ощущается как дом. И это важно, потому что поклонники реагировали не на богатство, а на спокойствие, не на статус, а на равновесие. Если вы все еще смотрите, вы, вероятно, понимаете, почему этот момент кажется значимее любых статистик. В этом моменте есть и символизм. На протяжении многих лет Тэ-хён известен тем, что владел сценой, переосмыслял визуальные образы и формировал глобальные дискуссии. Но здесь все это снято. Нет софитов, нет представления, лишь тихая рутина. Этот контраст рассказывает более глубокую историю о росте, заземленности и выборе спокойствия в мире, который постоянно требует большего. Еще сильнее этот момент делает ощущение его ненамеренности. Здесь нет посыла «посмотрите на это», нет попытки оформить его как контент. Именно эта подлинность усиливает эмоциональный отклик. Поклонники реагировали не потому, что их направляли, они реагировали потому, что узнали нечто искреннее. И once вы начинаете видеть это так, становится трудно видеть иначе. Вот почему многие поклонники говорят, что этот короткий клип ощущается более значимым, чем длинные интервью или масштабные репортажи. Это видео отвечает на вопросы, не произнося ни слова, дает покой без объяснений, соединяет прошлое, удививший заголовок, с настоящим, тихим, заземленным. В конечном счете это не о доме, не о деньгах и не о заголовках, это о преемственности, о том, как человек ведет себя, когда от него не требуют выступления. Новое видео не меняет того, что поклонники уже знали. Оно подтверждает то, что они чувствовали все это время. И именно это тихое подтверждение делает момент запоминающимся надолго после того, как клип заканчивается. Иногда самый мимолетный взгляд рассказывает самую большую историю, и это один из таких случаев. Еще один примечательный момент – поклонники не спешили объяснять увиденное. Они сначала прочувствовали его. В дигитальном пространстве, где все мгновенно анализируется, эта пауза говорит о многом. Люди не пытались разобрать углы съемки или строить догадки о деталях. Они сосредоточились на атмосфере, тишине и ощущении, что Тэ-хён находится именно там, где должен быть. Это спокойное чувство уверенности ощущалось особенно глубоко. Есть причина, почему этот момент кажется умиротворяющим, а не шокирующим. Со временем Тэ-хён продемонстрировал устойчивую модель поведения, выбор намерения вместо экспозиции, сути вместо зрелища. Этот короткий клип не нарушает его нарратив,
Он дополняет его. Ничто не противоречит тому, что поклонники уже знали. Видео добавляет текстуру, и именно поэтому все кажется таким естественным. Еще одна деталь, которую заметили поклонники, насколько обыденным было само действие. Уход за растениями не выглядит драматично, оно не требует внимания, но символически говорит о многом. Оно намекает на терпение, заботу и рутину, тихие признаки стабильности, которые не нуждаются в объявлении. Для многих зрителей именно эта простота сделала момент еще более значимым. Он ощущался близким, а не далеким. И здесь эмоциональное воздействие становится еще глубже. Поклонники не просто наблюдали за Тэхёном, они росли вместе с ним. Они помнят ранние годы, наполненные интенсивностью, плотными графиками и бесконечным движением. Видеть теперь более спокойный ритм не стирает прошлое, оно переосмысляет его, оно показывает развитие. И именно это развитие вызывает у поклонников чувство гордости даже без слов. Если вы все еще здесь, возможно, есть причина, почему это не ощущается как контент, созданный ради брендов. Это выглядит как фрагмент реальной жизни, случайно попавший в кадр. В современном ландшафте такая подлинность – редкость. Она приглашает зрителя замедлиться, задержаться чуть дольше, обратить внимание на детали, которые обычно ускользают. Примечательно и то, что этот момент не требует объяснений от самого Тэхёна. Поклонники наполняют его смыслом естественным образом. Кто-то видит спокойствие, кто-то завершенность, кто-то просто ощущает комфорт. Все эти интерпретации могут сосуществовать, потому что момент оставляет для них пространство. Именно эта открытость делает его таким сильным. В своей сути столь длительная реакция не о любопытстве, а о связи, выстроенной годами и теперь проявившейся в нескольких тихих секундах. Вот почему поклонники вспомнили тот старый заголовок, не чтобы повторить удивление, а чтобы, наконец, понять его. Теперь история ощущается завершенной. В такие моменты тишина становится частью мессажа. Ничего не объясняется, при этом ничего не кажется недостаточным. Этот покой не требует внимания, он его получает. Именно поэтому поклонники остаются, пересматривают и размышляют. Не потому, что их попросили смотреть, а потому что в этом моменте есть нечто, что хочется удержать чуть дольше. Вот в чем заключается контраст, который притягивает людей без всяких усилий. Поклонники замечают его не через бурные реакции, а через паузы, тихие комментарии и общее чувство узнавания. Многие выражают это по-разному, но смысл один и тот же. Это ощущается как дом, и именно это имеет значение. Люди откликаются не на богатство, а на спокойствие, не на статус, а на равновесие. Если вы все еще смотрите, возможно, вы понимаете, почему этот момент кажется более значимым, чем любые цифры или статистика. Есть и символический слой, который трудно игнорировать. В течение многих лет Тэхён был известен как человек, владеющий сценой, определяющий визуал и формирующий глобальный дискурс. Но здесь все это отброшено. Нет софитов, нет представления, только тихая рутина. Этот контраст рассказывает более глубокую историю о росте, заземленности и выборе спокойствия в мире, который постоянно требует большего. Особенно сильным этот момент делает его кажущейся ненамеренностью. Здесь нет ощущения «посмотрите на меня», нет попытки оформить это как контент. Именно эта подлинность и вызывает эмоциональный отклик. Поклонники реагируют не потому, что их направляют, а потому что они узнают нечто искреннее. И once вы видите это таким образом, трудно не почувствовать это снова. Вот почему многие поклонники считают этот короткий клип более значимым, чем длинные интервью или масштабные репортажи. Это видео отвечает на вопросы без слов. Оно дарит спокойствие без объяснений. Оно соединяет прошлое, шокирующие заголовки, с настоящим, жизнью, проживаемой в тишине. В конечном счете это не о доме, не о деньгах, не о новостях. Это о непрерывности, о том, каким остается человек, когда от него не требует выступать. Это видео не меняет того, что поклонники уже знали, оно лишь подтверждает это. И именно это тихое подтверждение остается надолго, даже после того, как клип заканчивается. Иногда самый мимолетный взгляд рассказывает самую большую историю.
И это один из таких случаев. Еще примечательно то, что поклонники не спешили объяснять этот момент. Они сначала его почувствовали. В цифровом пространстве, где все мгновенно анализируется, эта пауза говорит о многом. Никаких чрезмерных спекуляций, никакого технического разбора деталей. Фокус на атмосфере, тишине, ощущении безопасности и уверенности в том, что Тэхён находится именно там, где должен быть. Поэтому этот момент ощущается успокаивающим, а не ошеломляющим. Со временем Тэхён демонстрирует последовательную модель поведения: выбирать намерение вместо экспозиции, содержание вместо спектакля. Этот клип не нарушает его нарратив, он его дополняет, добавляет текстуру, и потому все ощущается настолько естественно. Само действие крайне обыденно — ухаживать за растениями. Никакой драмы, ничего броского. Но символически это говорит о многом: о терпении, о коре, о рутине, о стабильности, которую не нужно объявлять вслух. Для многих зрителей именно эта простота делает момент близким, а не далеким. На этом этапе эмоциональное воздействие становится глубже. Поклонники не просто наблюдают за Тэхёном, они растут вместе с ним. Они вспоминают ранние годы, наполненные интенсивностью, бесконечными графиками и жизнью в постоянном движении. Более спокойный ритм сейчас не стирает прошлое, он переосмысляет его. И именно это развитие рождает чувство гордости, без единого слова. Если вы все еще здесь, возможно, вы тоже чувствуете одно. Это не выглядит как контент, созданный ради тренда. Это больше похоже на фрагмент реальной жизни, который просто ускользнул наружу. В наше время такая подлинность редка. Она приглашает замедлиться, задержаться чуть дольше, обратить внимание на детали, которые обычно проходят мимо. Интересно, что этот момент не требует объяснений от самого Тэхёна. Поклонники наполняют его своими смыслами. Кто-то видит спокойствие, кто-то ощущает наполненность, кто-то просто находит утешение. Все эти интерпретации могут сосуществовать, потому что этот момент дает для этого пространство. В своей сути эта длительная реакция не о любопытстве, а о коннекте, о связи, выстроенной годами, которая теперь раскрывается в нескольких тихих секундах. Именно поэтому старые заголовки снова вспоминаются, не потому что шокируют, а потому что, наконец, понимаются по смыслу. Теперь история кажется завершенной. В такие моменты тишина становится частью послания. Ничего не объясняется, но и ничего не кажется недостающим. Это спокойствие не требует внимания, оно его получает. И поэтому люди остаются, пересматривают, размышляют. Не потому, что их попросили смотреть, а потому что в этом моменте есть нечто, что хочется удержать чуть дольше. И, возможно, здесь мы осознаем нечто важное, что самые запоминающиеся моменты не самые громкие, а самые честные. Нет громких заявлений, нет слов, пытающихся все объяснить, лишь отрезок времени, которому позволили дышать таким, каким он есть. Этот короткий ролик не просит, чтобы его поняли, он просто существует, и именно поэтому кажется таким близким. На протяжении многих лет мы привыкли видеть Тэхёна в центре внимания, на грандиозных сценах, под ослепительным светом, среди нескончаемых оваций. Мы знали его как символ, как глобальную фигуру, как человека, который всегда движется вперед. Но в этом моменте все эти слои сняты, остается лишь человек, живущий в собственном ритме. И в этом есть покой. Ухаживать за растениями – не великий поступок, не героический, не зрелищный, но он говорит о времени, о терпении, о присутствии, о выборе остаться, а не просто пройти мимо. И, возможно, именно это почувствовали многие, что впервые мы видим не звезду, а человека, который по-настоящему вернулся домой, не в место, а к самому себе. Вот почему этот момент ощущается успокаивающим, а не неожиданным. Нечего доказывать, нечего демонстрировать, всего достаточно. И в мире, который постоянно требует большего, быстрее, громче, заметнее, такое спокойствие кажется почти редкостью. Поклонники не ответили шумом, они остановились, сначала почувствовали и только потом поняли. И именно в этой паузе возникла настоящая связь, потому что они увидели не достижение, а непрерывность, не резкое изменение, а естественный рост, как будто жизнь больше не бежит, а идет шагом.
Возможно, поэтому старые заголовки снова всплыли в памяти, не из-за числений или статуса, а из-за того, что теперь мы видим их смысл. Мы, наконец, понимаем, что стабильность не всегда выглядит величественно. Иногда она проявляется в самой простой рутине, в тихом пространстве, в замедленном времени, в выборе жить без софитов. И когда клип заканчивается, нет кульминации, нет драматичного финала, но ощущение остается, как мягкое эхо, которое не исчезает сразу. Мы можем продолжить день, пролистать экран, переключиться на что-то другое, но этот момент остается незаметно. Потому что в конечном счете это не о видео, не о доме, не о прошлом или будущем. Это о полном присутствии в настоящем, о нахождении смысла в тишине, о понимании того, что не каждую историю нужно рассказывать громко, и что иногда именно в молчании мы находим самые честные истории. И, возможно, сами того не осознавая, этот момент напоминает нам одну простую вещь, что возвращение домой не всегда означает остановку. Иногда возвращение домой означает, что ты наконец дошел.